О, нежная моя подруга, дорогая Кассия, пишу тебе с последней надеждой. Дело в том, что великий кулинар Марк Габи Апиций, чьи пороги я давно обиваю, наконец согласился взять меня в ученики, но с одним условием: если я сумею приготовить блюдо, достойное его гения. Молю, не откажи в услуге верному другу твоему. Научи готовить кролика, которым ты угощала меня в далекие наши детские годы. Марк Габи Апиций, чьим учеником так хочет стать Сильвий, был знаменитым древнеримским гурманом и чревоугодником. Он растратил на пиры все свое состояние и, поняв, что не может позволить себе прежний образ жизни, покончил с собой в 37 году нашей эры. Сальве Кассия. Это что? Вот по пути нарвал айвы. В Древнем Риме айву считали символом любви и плодородия, поэтому часто дарили ее на свадьбах. Правда, из-за твердости этот фрукт практически не употребляли сырым. Хорошо, сделаем из нее гарнир. Гарнир? Разделывай кролика и режь на куски. Чаще римляне ели зайцев, которые по размеру были сопоставимы с собакой. Поэтому охота на этих животных была увлекательным, но небезопасным занятием. Складывай мясо в сковороду, туда же добавь масло, гарум, лук-порей, кориандр и укроп. Пускай тушится.
Теперь режь айву. В Древнем Риме также использовали айву как лекарственное средство. Военный врач Педаний Диаскорид считал, что она помогает при расстройстве кишечника. Вероятно, он был прав. Будем варить, пока айва не станет мягкой. Теперь нарежь порей и обжарь его в масле. Лук в Риме ели все слои населения. Например, император Веспасиан предпочитал его запах аромату духов, а врач Гален считал лук эффективным средством при лечении катаракты и стригущего лишая. Достаточно. Теперь смешай лук с айвой и полей соусом из меда, сиропа и гарума. Гарум – это популярный в Древнем Риме рыбный соус. Для его приготовления брали рыбу или ее остатки, складывали в большие емкости и ферментировали с солью несколько месяцев. Запах при этом стоял невероятный. Лучший гарум мог стоить огромных денег, и его добавляли практически в любые блюда для богатых пиров. Пахнет вкусно. Пора делать соус для кролика. Бери по чуть-чуть перца, кориандра, кумина и сушеного лука. Туда добавь мяту, семена сельдерея, руту и перетри все это в ступе. Так много всего. Пряности – это самое интересное. Римляне обычно готовили мясо просто. Варили или тушили. Иногда запекали или коптили. Но вкусы обеспеченных людей требовали изысков, поэтому особое внимание уделялось соусам и пряностям. Например, перец стоил очень дорого, и богатые римляне добавляли его во все блюда от десертов до напитков. Так они подчеркивали свой высокий статус. А теперь добавь туда вина, меда, бульона от кролика, немного уксуса и гарума. Потом поставь все это на огонь и доведи до кипения. Для густоты можешь добавить муки. Мед и вино были популярными консервантами. С их помощью мариновали мясо, рыбу и другие продукты, которые могли испортиться в жарком итальянском климате. Ну а чтобы избежать дизентерии и пищевых отравлений, римляне пили разбавленное вино вместо воды.
Все, можешь выкладывать на блюдо и нести своему Апице. Сельвий и Кассия еще не знали, что Марк Габи Апиций включит их рецепт в свою книгу о поваренном искусстве под номером 388. И по странному стечению обстоятельств он дойдет до наших дней.